try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей, и с вами Ксюша. Сегодняшний ролик хочу начать с огромной благодарности всем вам, девочки, за тот теплый прием, с которым вы встретили мой первый ролик после моего долгого отсутствия. Читала все ваши комментарии, до слез душещипательно мне все было, и их настолько много, что мне приходилось и до сих пор приходится в несколько этапов отвечать на ваши очень теплые, нежные комментарии. Спасибо вам за ваши чистые сердца, за ваши легкие души и за то, что вы этот мир чувствуете вот так прекрасно и красиво. Ну, а я хочу продолжить путешествие по полочкам и показывать вам своих красавиц, радовать девочек орхолюбителей прекрасными сортами орхидей. Сегодня прекрасный солнечный день, как раз красота орхидей будет раскрываться еще ярче. В прошлом ролике я показывала вам Big Lip и говорила о том, что не знаю, как называется сорт. И представляете, сразу после ролика встречаю информацию об этом сорте совершенно случайно. В Facebook увидела, девочка продает из голландских поставок эту орхидею, и название сорта подписано было Ebro. Я купила вторую такую орхидею, потому что считаю, что таких красоток в коллекции одной, наверное, мало. Так что у меня будет групповая посадка одного сорта в один горшок, когда я ее получу. Сейчас у нас морозы, и все доставочки пока прекращены, но когда она приедет, адаптируется, пройдет все стадии акклиматизации, я ее обязательно посажу вместе со своей орхидейкой. Вот, а давайте сегодняшний ролик продолжим с обзора Big Lip, который называется Bowling Ball. Она давно у меня в коллекции и в обзорах часто участвовала. Вы многие, кто со мной на канале, знаете ее. Очень люблю я этот сорт за невероятную красоту губы. Губа словно резная снежинка, ажурная и вот такая, видите, резная, как будто кто-то вырезал ножницами. Цветок не очень крупный, цветок порядка 8 сантиметров, но за счет способности этого сорта цвести пышно, цветение всегда очень зрелищное. В этом цветении она запустила у меня 3 цветоноса. Вернее, запустила она 5 цветоносов, но 2 она не сформировала. То есть она их пробудила, боковые почки. Сейчас я немножко позже покажу, но бутоны на них не сформировала. Запустила она один новый цветонос и пробудила 2 спящие боковые почки. Вот это новый цветоносик. Почему-то крайние бутоны она засушила. Видимо, поняла, что по каким-то причинам не вытянет цветение. Так орхидейки, кстати, тоже часто делают. Конечно, на усыхание цветоносов есть куча причин, но одна из них — это когда орхидея сама определяет, какое количество все-таки бутонов ей раскрыть в процессе цветения. Вот этот цветонос — это цветонос из боковой почки.
старенького цветоноса. Вот цветонос у меня отрезан до живой почки. И вот она пробудила цветоносик, почку вернее, и вырастила цветонос. И вот этот цветоносик тоже из боковой почки старого цветоноса. И вот сейчас вам покажу, подлезу. Видите, два небольших цветоноса она пробудила, но бутоны на них не сформировала. Пышно цветущий сорт, который очень похож на Crystal Water. У меня часто девочки путают именно с этим сортом, с Bowling Ball. Она действительно очень похожа. Crystal Water смело, если такую захотите и не можете найти, то смело берите Crystal Water. Они очень похожи. И Crystal Water тоже очень обильно цветет. Розетка у этого сорта средних размеров. Она у меня сложно подобраться на самом деле, но листики не крупные, что тоже радует, потому что у нас всегда мало места. Выше над этим белым биглипом я поставила тоже белоснежный биглип, но с другой формой цветочка. Вы как раз сейчас наглядно увидите, как отличается губа этого сорта от Bowling Ball. В основном в продаже голландских завозов вот эти орхидейки присутствуют. Они тоже красивые. Здесь цветок крупнее. Здесь цветок порядка 9 сантиметров. И, как я уже заметила, абсолютно все белоснежные биглипы очень пышно цветут. Они всегда пробуждают и боковые ответвления, и запускают новые цветоносы. Цветы крупные, поэтому цветение всегда очень зрелищное. У меня в этом цветении был один новый цветонос, вот он, и она пробудила из боковой почки цветоносик, но я его случайно сломала. Тут была еще тоже гроздь висела, но, к сожалению, это все неизбежно, потому что когда поливаешь, когда переставляешь, делаешь красивые композиции, что-то хрупкое, конечно, орхидея, поэтому что-то мы всегда теряем. Либо бутоны, либо цветоносы, либо уже целые распустившиеся веточки. Жалко, но ладно, дождемся. Запустит еще однозначно. И пару слов о розетке этого сорта. Розетка у нее гораздо крупнее, чем у предыдущей орхидеи. Листья более лопухастенькие и удлиненные. Раз уж сегодня обзор начался с белоснежных орхидей, давайте, наверное, ими и продолжим. На одной полке у меня стоит группка белоснежных красавиц, группка белоснежных бабочек. Перед вами крупноцветковый достаточно пилор. Не самый, конечно, крупный, который существует среди белых пилоров, но цветок довольно крупный. Эта орхидея у меня живет без имени, названия не знаю, на горшке не пробито, и как определить сорт пилора я не знаю. Цветет она у меня в этом цветении с 3 цветоносов, одного нового цветоноса, который она в этом
сезоне запустила новенький, вот он. И из 2 боковых, нет, неправильно я говорю, 2 новых цветоноса. Вот это тоже новый цветонос, вот этот. Вот рядом 2, это новых цветоноса. И 1 из боковой почки. Вот он. Пыталась она еще вот 1 пробудить, но остановила его развитие. Орхидея это у меня не так давно в коллекции. Купила я ее позапрошлым летом. Я ее уже, цветение домашнее уже видела прошлой зимой, но не помню, показывала я ее в обзоре или нет. В прошлом году не так много обзоров новых вышло. Но вот сейчас она перед вами в полной красе, в моем любимом красивом ажурном вазоне, который ей очень подходит, очень к лицу. Вот такие красивые ажурные цветочки. Для него как раз вот такая ажурная юбочка в самый раз. Глаз оторвать от такой красоты невозможно. Хочется любоваться и любоваться. Особенно на солнышке лепесточки переливаются, как снег на солнце. Лепесточки белоснежные и искрятся. Тюльпанчики. Таких орхидей много не бывает. У меня на самом деле пилоров, именно пилоров сейчас 2. 1 в стадии дитя на пне. Та моя орхидея пилор. Часто вы ее видели в обзорах. Но потом мама начала гниль шеи. Мне пришлось срезать верхушку, оставить пень. Сейчас покажу вам эту деть. Она уже большая. Ну, а эту я купила, чтобы пополнить в коллекции этот прекрасный вид. Достала вам показать пилорчика. Видите, что уже совсем не ребенок, а уже достаточно взрослое растение. Но я ее долгое время не могла отсоединить от меня по причине отсутствия корней. Она росла, питалась и развивалась за счет ресурса пня, а самостоятельно свои корешки не запускала. Но потом вот она потихонечку начала растить корешки, и надо немножко, чтобы они еще подросли, они уже в росте, еще все-таки по длине маловато для отделения, поэтому весной вполне можно ее будет отделять и ждать цветения. Цветение она почему-то в этом осенне-зимнем периоде не запустила. Ну, хотя странно, потому что уже достаточное количество пар листьев. Листья достигли тоже хороших размеров. Каждый последующий лист больше предыдущего, что говорит о хорошем, ровном развитии растения. Но я думаю, что все-таки из-за отсутствия корневой системы, а у пня там тоже не особо хорошие корни, поэтому, наверное, цветение им не получилось. Ну, что, собственно, и хорошо. У меня в приоритете все-таки, видите, корни так себе. Вот, поэтому в приоритете всегда здоровье растения, а цветение уже как результат хорошо развитого растения. Малиновый биглип, который я в прошлый раз вам показывала, с того момента не сбросил и не засушил больше ни одного цветочка. Все цветы держатся. Последний бутон остался для раскрытия полного.
И, наверное, все же можно делать выводы, что поток мощный, который был направлен в ее сторону с увлажнителя, наверное, являлся стрессом для этой орхидеи. Вот на солнышке вам во всей красе ее фуксиевый цвет. Яркая, очень яркая, сочная. Так, давайте перейдем дальше и покажу я вам Хатуюки, многими любимый сорт, красавица, которая периодически бывает в завозах садовника, азиатских сборах. И сейчас, совсем недавно, вернее, появился Хатуюки в розовом варианте. Я тоже себе ее купила. Она у меня летом, в летнем цветении цвела. Покажу вам, вставлю ролик. Тоже очень красивая, милая орхидея. Она также пышно цветет, потому что это мультифлора. Цветочки небольшие, 5 сантиметров, но их всегда очень много. Она всегда разветвляет цветонос. И сейчас вот уже у нее одно ответвление. Но у меня орхидейка, это я ее омолодила. Была более мощная розетка, но там как-то у меня не понравился уже низ. Корни совсем испортились. И я сначала сделала пень, но пень даже не выжил, потому что корни были совсем плохие. А так как Хатуюки сорт, который находится в постоянной вегетации, хоть во время цветения, хоть без цветения, то она нарастила очень много воздушных корней, благодаря которым она легко адаптировалась в новой посадке и пошла в рост. Вот даже и сейчас я вам показываю, да, вот красивое облачко цветочков. Она цветет, но при этом, посмотрите, она выпускает новый листик. У нее раскукленные корешочки, то есть они в активном росте. Орхидея сейчас находится в активной фазе развития своего, когда у нее происходит и вегетация, и цветение. Таких сортов на самом деле не так много. Хатуюки всегда отличается вот этой вот своей особенностью. И розеточка у нее, знаете, всегда растет такой елочкой. Листочки очень узенькие. Сейчас попробую подобраться. Листочки узенькие, длинненькие и близко расположены друг к другу, как елочка, аккуратненькая. Вот такая красавица. У нее очень красивый цветок. В этом цветении как-то она не сильно контрастную сделала и яркую губку. У нее обычно более неоновая губа, более яркая, скажем, то есть желтый и фиолетовый у нее более сочные и насыщенные. А в этом цветении она как-то чего-то, красок ей не хватило по какой-то причине, не знаю. Солнца яркого было очень мало в этом году. Вот сейчас только солнечные дни стали стабильно стоять за окошком, а всю зиму мы практически не видели солнца, поэтому выгореть она не могла. Но красок как-то маловато в этом цветении. Но от этого она не становится менее прекрасной. Цветет она, кстати, для мультифлоры не так и мало. Точно так вам не скажу, но довольно продолжительное у нее цветение. Вот, красавица. Жалко, что такие потрясающие сорта, особенно, знаете, когда
вот в обзорах участвуют, они, девочки уже хотят, а взять негде. Почаще бы привозили, выращивали для нас такую красоту. Следующая белоснежная красавица на этой же полке – обычная простая мультифлора. У нее, кажется, на горшке есть название сорта. Я потом, когда при монтаже, обязательно посмотрю и напишу, если все же я не ошибаюсь, что оно написано. Ничего сверхъестественного нет в этой орхидее, но мне она понравилась, потому что она пышно цветет, она создает мне дополнительную композицию красивую среди всех моих белых красавиц. У нее, как у любой мультяшки, всегда пышное цветение. И в этот раз она, кстати, новая в моей коллекции. Я ее еще не показывала, но она простенькая, но очень милая. Цветок не очень большой, он порядка 6 сантиметров. Но она пышно цветет, потому что и разветвляет цветоносики. И на цветоносиках много цветочков, обычно, как у любой мультифлоры. Так, следующая орхидейка. Розетка, да, розетка у нее небольшая, как у тоже многих мультифлор, средней величины розетка. Пар листьев много, розеточка средних размеров. Следующая орхидея, вот сзади нее стоит уже орхидея белая с мутацией, но уже трилипс. В этом цветении размер цветочка меньше, чем она могла бы по сорту выдать. Не знаю почему. Не всегда понятно, почему те или иные процессы происходят, что могло повлиять. Угадать сложно, потому что, во-первых, и орхидей много, вот, и у каждой тоже может быть свои особенности. У этого пилорчика, да, у него покрупнее цветок. У трилипса изначально, когда я покупала, был немного меньше цветок, чем у пилора, но в этом цветении он как-то совсем мелкий цветок сформировал. Я думала, в процессе немножко еще дорастет цветочек, но не сильно вырос. Тоже название не знаю. Милая красавица. Трилипсы, кстати, не так часто встречаются, как пилоры. Сейчас их тоже довольно много в завозах. Вы следите в группах, в Инстаграм. Я в основном вижу объявления от продавцов о сборах на эти красавиц именно в Инстаграм. И цена достаточно приемлемая. Видимо, сейчас их в избытке, поэтому цена доступная. Очень красивая. Обязательно купите, если есть такая возможность. Розетка у нее, да, сейчас скажу я розеточки. Многие из вас просят рассказывать габариты розетки. Розетка средней величины. Листики не очень крупные. И в этом цветении она у меня запустила, сейчас скажу вам, 2 новых цветоноса. Вот он один. Вот это второй, и 2 из боковых ответвлений, из боковых почек. То есть в итоге 4 цветоносика. Но когда она их растила, я думала, будет немного больше цветов. Чего-то ей не хватило. Не хватило, видите, и на обильность цветения, и на величину цветка. Но ничего. Это мы тоже переживем. Главное, чтобы она была в моей коллекции. Мы еще увидим красивое цветение ее.
И давайте последнюю орхидейку на сегодня. Рядом она стоит, тоже беленькая. И она тоже новая в моей коллекции. Это тоже мультифлора. И название сорта, если я не ошибаюсь, тоже есть на техническом горшке. Я обязательно посмотрю и прикреплю, если оно есть. Эта орхидея мне понравилась необычной формой цветка. Слегка цветок имеет розовинку легкую. И с наружной, и с обратной стороны цветочка есть легкая розовинка. Очень красивый краб на задних сепалиях. Такие милые веснушки. И красивая форма цветка с небольшой рюшистостью. Она у меня растит также детку, которая тоже цветет. И у нее, знаете, как получилось? Вот сейчас я вам покажу. Вот еще ее цветонос один. И сейчас здесь получается раз цветонос, цветонос у детки и вот этот цветонос. А получилось вот как. Летом она у меня запустила 2 цветоноса и оба заморозила. Они остановились в развитии, и она не процвела. И летом, ближе к концу лета, она на одном из цветоносов запускает рост детки. А вот этот цветонос я не отрезала. Я, как правило, вот такие не процветшие совершенно цветоносы никогда не режу, даже до живой почки, потому что я понимаю, что орхидея либо продлит их в новом цветении, либо запустит рост детки на краешке цветоноса. Что, собственно, у меня и получилось. Один цветонос, видите, она закончила его развитие формированием детки. Показываю вам цветение деточки. Детка небольшая. Но она, кстати, сейчас тоже запустила вегетацию, новый листочек растет. Это, кстати, вот эти процессы начались у многих моих орхидей с появлением солнца и увеличением светового дня. Вот она цветет на 4 цветочка. Крайние бутончики тоже засушила она. А второй цветонос длиннющий. Вот смотрите, вот здесь она закончила развитие в первом этапе формирования цветоноса, то есть он был вот такой. И когда осенью это 24 года она начинает его рост, продлевает и формирует небольшое количество цветочков на этом цветоносе. Но я сейчас смотрю, здесь большое количество почек набухших. Такое ощущение, что они все хотят пойти в рост. И вот здесь, кстати, на детке тоже такое ощущение, что цветоносик либо хотел появиться, либо только появляется. Я просто не могла отследить, может он давно, может сейчас появился, не знаю. Вот такая вот история с этими цветоносами. Этот цветонос вообще удочка длиннющая. Розетка у этого сорта, так как это мультифлора, тоже среднего размера. Там вообще наслоение розеток, мне сложно подобраться, но розетка не крупная. Вот такая вот сегодня красота у меня для вас. Нас порадовал солнечный, яркий, сочный день, который дал возможность мне показать всю красоту орхидей. Впереди у нас с вами еще очень много красивых сортов и много новых сортов, которые у меня новинки прямо этого вот последнего периода.
Буду заканчивать сегодняшний обзор. Рада нашим встречам. Рада, что мы вновь вместе и можем любоваться красотой тропических красавиц. До новых встреч, девочки. Как всегда, конечно же, жду вас в комментариях. Делитесь эмоциями, делитесь своими впечатлениями и, может быть, какими-то своими историями из орха жизни вашей. Это будет интересно не только мне почитать, а и другим девочкам. До новых встреч, друзья! Try to fly